Всем привет! Это второй выпуск канала «В погоне за стадио». Вообще в планах было отправиться в Кротоне, но 5 часов на поезде в одну сторону – это, наверное, чересчур. Поэтому я нашел кое-что другое и гораздо ближе. Полчаса на поезде от Мессины, и мы на месте. Два важных момента. Первый. Город называется Барчелона Позо ди Гото. И второй момент. Да, он напрямую связан с той самой Барселоной из Каталонии. Город был основан в 15 веке норманнами и имеет двойное название. Барчелона отсылает к каталонской Барселоне, поскольку здесь находилась крепость, построенная арагонским королем Мартином I. Позо переводится с итальянского как колодец, и Гото – это один из важнейших фамильных кланов этого региона. Город находится на побережье Тиренского моря. Купаться и отдыхать можно вплоть до середины октября, как раз сейчас начался бархатный сезон. Но именно Барчелона не очень удобна для такого пляжного классического отдыха. Море далековато от самого города. Сицилия известна своими виноградниками. Конкретно здесь растет сорт винограда Нера Даволо, который используется для производства красных вин. Памятник апельсиновому семечку символизирует социальное и экономическое возрождение народов Средиземноморья. Ну, конечно, тут есть вопросы. Только в Италии можно купить билет на футбол в кондитерской. Приехав в Сицилию, обязательно нужно попробовать канноле. Канноле – это вафельная трубочка, внутри сыр рикотта. Здесь еще мы видим посыпку из фисташки. Лично мне больше всего нравится со вкусом апельсина. Но есть я, конечно, не собираюсь, потому что очень калорийно. Меня, наверное, тренер побьет. Хотя... А почему вообще я покупаю билет в кондитерской, да? Наверное, возникает такой вопрос. Дело в том, что муниципалитет города запретил продажу онлайн-билетов по какой-то неизвестной причине абсолютно. Вот, мне это сообщили в инстаграме клуба Нового Иджея. Вот, поэтому есть офлайн-точки, в том числе кондитерская. Вообще, наверное, не самый плохой вариант, потому что, скажем так, трафик в кондитерской в воскресенье утром довольно хороший. Абсолютно случайно, но я попал в святая святых всех тифози Нового Иджея, в их, можно сказать, штаб-квартиру. Какая красота! Это называется воскресенье в Италии. Как вы видите, никого нет, мы в действии. В профиле есть ссылка на мой телеграм-канал «В погоне за стадио». Переходите, подписывайтесь, пишите комментарии, буду очень рад всему. Кстати, к прошлому видео писали про микрофон, и я его жду, ближайшие 2-3 дня должен приехать.
А на следующих выходных у нас будет 3 новых города за 3 дня, то есть 3 новых стадиона. Переходим к футболу. Клуб Новый Идже был образован в 1946 году Карлстане де Альконтрас. Это был видный политический и спортивный деятель, родом из мессинской дворянской семьи. За всю историю клуб трижды банкротился, в последний раз его восстановили в 2019 году. В высшей серии ЧИ он никогда не прыгал. Его символом является орел, а клубные цвета красные и желтые, ровно такие же, как и у региона Сицилия. За мной уже виднеется матч, за мной виднеется стадион, и я считаю, что можно сыграть, в принципе, и вот на такой поляне. Что скажете, нормально, да? В 1955 году, после смерти основателя клуба, стадион был назван в его честь. Изначально он вмещал 5000 зрителей, но со временем его расширили до 8. Очень удивляет, что здесь натуральный газон, а не искусственный, как на большинстве стадионах низших лиг, клубов серии D и так далее. Обычно это вопрос денег. Вот здесь вот запарились. Полиция к матчу, довольно ответственно. 2 автобуса я увидел сотрудников, наверное, человек 30-40 минимум. И гостевой сектор максимально отгородили от другой трибуны Идже. Я уверен, многие задумываются, а зачем вообще ездить на низшие лиги? Серия D, какой-то непонятный год. Ну, как минимум, для того, чтобы посмотреть за внутрянкой, за тем, как работают комментаторы. Второй матч подряд, который я посещаю, заканчивается со счетом 1-0 в пользу гостей. Главное, что не сухой, это самое главное. Ждите через неделю 3 новых стадиона в 3 новых городах. Пока-пока.